С самого раннего возраста Элиас ощущал себя одиноким в мире, полном непонимания и боли. Единственным, кто неизменно был рядом и приносил утешение, стал Тоби, крупный пес с умными глазами и добрым сердцем. Отец Элиаса привел его домой за несколько месяцев до своей смерти, и с тех пор между мальчиком и собакой возникла особая связь. Тоби не просто охранял ребенка, он чутко реагировал на каждое его состояние. Когда Элиаса охватывали приступы боли, Тоби ложился рядом, прижимаясь теплым боком. Он не лаял, не метался, просто был рядом, и этого было достаточно, чтобы страх отступал. Элиас шептал ему свои страхи и мечты, и, казалось, Тоби все понимал. Жизнь Элиаса с самого детства была отмечена страданиями. В возрасте 6 лет он начал страдать от загадочной болезни, которую не мог распознать ни один врач. Приступы появлялись внезапно. Высокая температура, болезненные пятна, судороги. Его мать, Карина, после смерти мужа, вышла замуж за другого мужчину — Оскара. Сначала Оскар пытался проявить терпение, но вскоре устал от бесконечных походов по больницам и трат на лекарства. Однажды утром, после особенно тяжелой ночи, Оскар предложил повести Элиаса на прогулку. Карина обрадовалась. Это был первый знак, что отчим, возможно, начал принимать мальчика. Они поехали за город, а через пару часов оказались посреди безжизненной пустоши в районе Сьерра-Нуэва. Оскар сказал, что нужно немного выйти из машины. Он дал мальчику рюкзак с едой и водой, а затем, не объяснив причин, уехал, бросив Элиаса одного под палящим солнцем. Элиас долго сидел неподвижно, не в силах поверить в происходящее. Потом начал медленно идти, пытаясь найти дорогу. Болезнь быстро истощала его силы, но он все же нашел укрытие в тени скал. Именно тогда он услышал знакомый лай. Это был Тоби. Как-то псу удалось проследить за машиной и найти мальчика. Объединившись, Элиас и Тоби начали путь обратно, надеясь найти помощь. Через день блужданий по пустыне они наткнулись на заброшенный внедорожник. За ним лежал человек без сознания. Элиас, несмотря на усталость, решил помочь. Он отдал ему немного воды. Человек очнулся. Это был Рафаэль. Исследователь, страдающий от той же болезни, что и Элиас. Рафаэль оказался не просто путешественником, а ученым, который посвятил годы поиску лекарства от загадочного заболевания. Он прибыл в Сьерра-Нуэва, чтобы исследовать редкое растение — лекарственный куст альтамира, который, по легенде, обладал целебными свойствами. Но внезапный кризис болезни застал его в пустыне, и он потерял сознание. Именно встреча с Элиасом спасла его жизнь. Они поняли, что случайно встретились не просто так. Вместе они смогли завести джип. Тоби помогал, как мог. Добравшись до отдаленного поселения Лос-Кармелос, их приютила местная знахарка Донья Эльвира. Именно здесь выяснилось, что в крови Элиаса есть уникальные антитела, которые могут стать основой для лекарства от их болезни. После того, как Элиас и Рафаэль прибыли в Лос-Кармелос и были приняты Доньей Эльвирой, Карина вскоре узнала о случившемся. Когда она поняла, что Оскар бросил ее сына в пустыне, ее ярость не знала границ. Ссора была бурной и разрушительной. Карина кричала, обвиняя Оскара в предательстве и жестокости. Он же, осознав, что оправдания не существует, молча собрал вещи и ушел навсегда. Этот поступок окончательно разрушил их брак. Она больше никогда не простила бы того, кто поставил под угрозу жизнь ее ребенка. Карина спешно приехала в деревню, узнав от местных жителей о найденном ребенке. Встреча Карины и Рафаэля была неожиданной. Он оказался человеком, который не только спас ее сына, но и разделял с ним ту же болезнь. Их первое общение было коротким,
но полным взаимного уважения и облегчения. Карина была поражена тем, с какой заботой Рафаэль отнесся к Элиасу, а Рафаэль — ее стойкостью и решимостью. С того дня между ними возникла негласная связь, основанная на общем испытании и общей цели. Рафаэль, который оказался владельцем международной медицинской компании Vitanova Biotech, предложил Карине и Элиасу переехать в город, чтобы начать полноценные исследования. Карина, хоть и с тревогой, согласилась, ведь она понимала, насколько важно то, что скрыто в крови ее сына. В городе они поселились в просторной квартире, предоставленной Рафаэлем. Начались анализы, консультации с врачами, поездки в лаборатории. Элиас оказался не просто носителем редких антител. Его иммунная система вырабатывала вещество, способное подавлять воспалительные процессы, характерные для их болезни. Работа продвигалась, но Рафаэль столкнулся с давлением акционеров компании, которые не желали вкладывать деньги в неприбыльные исследования. Тогда он сделал решительный шаг — продал часть своих активов, чтобы создать независимый фонд редких заболеваний. Через несколько месяцев был создан препарат Элифарин. Он прошел клинические испытания и показал эффективность в 93% случаев. Медицинское сообщество поначалу отнеслось к препарату с осторожностью, но вскоре доказательства эффективности убедили даже самых скептичных специалистов. Препарат стал бесплатным для всех нуждающихся. История Элиаса распространилась по стране. Его называли «мальчиком из пустыни», а его пес Тоби стал символом верности. О нем писали статьи, снимали репортажи. Элиасу пришлось привыкнуть к вниманию, но он оставался тем же скромным ребенком, который мечтал стать врачом. Рафаэль, вдохновленный чудом, пересмотрел свои приоритеты. Он понял, что вся его жизнь была подготовкой к этой встрече. Его болезнь, его одиночество, его поиски — все это вело его к Элиасу. С Кариной у них постепенно развивались теплые отношения. Она больше не была просто мать пациента. Она стала для Рафаэля человеком, которого он начал любить. 6 месяцев спустя в столице прошла международная конференция, посвященная редким болезням. В зале присутствовали сотни ученых, журналистов, представителей фондов и правительств. Рафаэль выступил с речью, в которой рассказал историю Элиаса и презентовал препарат Элифарин. Зал аплодировал стоя. А после церемонии Рафаэль объявил, что новое педиатрическое отделение в центре Vitanova будет носить имя Элиаса. Тоби стал его символом. Его образ нанесли на эмблему фонда. Карина теперь работала координатором программ поддержки семей, чьи дети страдали от тяжелых диагнозов. Ее личный опыт вдохновлял других родителей. Карина и Рафаэль сблизились. В один из вечеров они вместе прогуливались по саду с Элиасом и Тоби, обсуждая возможное будущее. Элиас нашел в траве пустынный цветок и с радостью показал его взрослым. Это был редкий вид, который, по легенде, расцветает только после дождя. Рафаэль отметил, что чудеса не всегда требуют дождя. Иногда достаточно веры. Этот момент стал для них символичным, памятью о пути, пройденном через боль, отчаяние и надежду. Так закончилась одна история, и началась другая. История семьи, собранной не кровью, а судьбой, верой и взаимным исцелением. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.